Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я показываю по многочисленным просьбам, как собрать большой торт. То есть торт размером с противень. И торт у меня будет с двумя начинками. Для очень многих такие торты представляют очень большой интерес. В интернет-пространстве информации по таким тортам не очень много. Поэтому сегодня я решила все-таки выложить такое видео, которое будет, я надеюсь, многим очень по их вопросам полезным и познавательным. Я выпекла здесь бисквит у меня 38 на 30 сантиметров. Подробное видео, как выпекается такой бисквит размером с противень, есть уже на моем канале. Я его, естественно, как только он остыл, немножко, что я могу дотрагиваться, я сразу вырезаю его из формы. И буду убирать его сейчас в холодильник для того, чтобы он там стабилизировался. Немножко верхнюю корочку я с него сняла. И сейчас в пищевом пакете или в пищевой пленке я убираю его часов на 8 в холодильник. Итак, здесь у меня прошла ночь. Я достала из холодильника бисквит. Он у меня хорошо отлежался. И я вырезаю его струной. Бисквит большой. Струной здесь нужно работать очень аккуратно. Можете также ножом его разрезать. Сразу подкладываю под него вот такую вот пластиковую доску. На таких досках очень удобно делать вот подобного рода бисквиты. Вот такие вот ровные коржи получаются после того, как бисквит отлежался в холодильнике. Это чудо-бисквит без разрыхлителя. Проходите по ссылке, смотрите в описании подробное видео, как я его готовлю. Итак, вот из данного количества, из 12 яиц у меня получилась порция. Это получилось у меня 3 коржа. Там в видео у меня 2 коржа получается, потому что там еще больше размер бисквита. Здесь я немножко поменьше его выпекала. Я взбиваю крем. Здесь у меня крем творожный с вареной сгущенкой. Очень вкусный сливочно-творожный крем. Видео также на этот рецепт я выложила уже у себя на канале. Это крем начиночный. Он очень хорошо пропитывает бисквиты и другие коржи. Проходите по ссылке и посмотрите, как я его подробно готовлю. Все пропорции напишу в описании. Я изготовила вот такую вот подложку. Она у меня размером 47 на 37 сантиметров. Как делается такая подложка, есть также подробное видео на моем канале. Ссылку оставлю на то видео в описании к этому видео. Я наношу небольшое количество крема на подложку, чтобы у меня потом торт просто не двигался. Потому что торт очень большой, и многие вообще боятся с такими тортами работать. Но бояться здесь не нужно, надо просто знать принцип, как собрать именно очень ровный такой торт. Сразу нижний корж хорошо у меня фиксируется на этом креме. И начинаю пропитывать. Пропитки здесь жалеть не нужно, потому что коржи эти, они выпекаются без любого жира, без масла, без сливочного, без подсолнечного. Поэтому пропитываем обильно. В качестве пропитки у меня здесь сгущенное молоко и кипяченая вода. Пропорции я напишу вам все в описании. Сейчас я беру линейку. Эта линейка у меня, естественно, только для тортов. И делаю четко посередине, делаю границу. Наношу сейчас половину того крема, который я взбила. Там у меня получилось где-то килограмм общего веса крема. И теперь половину крема я нанесла уже на корж. Крем достаточно стабильный. Он не требует здесь ни желатина, ни загустителя, поэтому я его наношу вот так свободно. Второй крем у меня будет, здесь у меня сливочно-творожный базовый рецепт. В него я добавила загуститель для сливок, потому что сейчас лето и все равно такая погода достаточно у нас жаркая. Особенно вот в те дни, когда я делала этот торт. И лучше добавить загуститель, если вы сомневаетесь. Также здесь примерно у меня килограмм крема. Я наношу на вторую половину торта и разравниваю весь крем. Все четко разравниваем, чтобы уже сразу нам потом не возвращаться к выправлению наших коржей, когда уже торт будет собран. Это очень важно. Теперь у меня здесь уже промытая и высушенная на кухонном полотенце бумажном малина.
Она у меня гигантская такая, поэтому я ее разделяю на половинки. И сейчас накрываю уже следующим коржом. Следующий корж также очень обильно пропитываю. Убираю все излишки крема сразу с боков. Это очень важно делать, чтобы потом коржи у нас не вело в сторону. Обильно пропитываем опять же. Сейчас вторую часть крема выкладываю сразу наполовину. По линейке здесь все это равняю. По сути, это в плоскости расположенный двухъярусный торт. Такие торты очень актуальны для тех регионов, в которых проживают многодетные семьи, как у нас в Германии. У нас очень любят собираться многочисленные родственники, и такие торты всегда имеют место быть. Здесь, так как я вырезала уже корж из формы, когда я выпекала этот корж, я выставляла форму 30 сантиметров в ширину. Но корж, во-первых, сжимается при выпечке, и при вырезании также он теряет где-то сантиметр. На это всегда нужно обращать внимание. То есть он у меня по факту получается где-то 29 сантиметров, не ровно 30. И видите, как ровно у меня расположился крем. Естественно, верх у торта используем дно бисквита, как он у нас выпекался. Очень обильно его здесь пропитываем, потому что дно всегда требует большей пропитки. И сразу же очень хорошо разравниваем все бока торта. Сейчас я убираю этот торт в холодильник часов на 5, чтобы он у меня очень хорошо пропитался. Можно на ночь убрать. Видите, со всех сторон он у меня ровный, этот торт. Это залог того, что впоследствии украшенный торт у нас также будет ровным. Сразу надо работать четко очень. Убираю в холодильник. Итак, у меня прошло примерно 5 часов. Я достала торт из холодильника. И сейчас я взбила здесь масляный крем на сгущенке. Как он делается, есть также подробное видео. Пропорция 1 к 1. То есть на 100 грамм сливочного масла идет 100 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. Здесь крема у меня ушло примерно 200 грамм на покрытие вот такого огромного торта. Это я делаю изоляцию от влаги для того, чтобы потом спокойно работать белково-заварным кремом. Вы же можете этого не делать, но я так делаю всегда, чтобы мне уже быть спокойной даже в такую жаркую погоду, что крем у меня не поплывет и не потечет от такой влажной начинки. Я имею в виду белково-заварной уже крем, итальянская меренга. И теперь я убираю перед тем, как покрывать его белковым кремом, где-то хотя бы на полчаса в холодильник. Вы видите, что слой масляного крема полупрозрачный. Он здесь просто является таким фиксатором вот для моего торта. И торт, видите, весь очень ровный получился. И вот то количество, малое количество масляного крема, оно просто обогатит здесь вкус этого торта. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. В следующем видео будем уже украшать этот торт.